Итак, ребят, всем привет! Недавно в солнечном клубе подняли тему очень интересную. Мне задали вопрос про финансы, точнее про так называемую психологию бедности, да, страх денег и вообще, в принципе, каким образом наше мышление и количество денег в нашем кошельке взаимосвязаны. В клубе я, конечно же, ответила на этот вопрос, но решила, почему бы мне не снять ролик про подобные мысли, которые могут блокировать, да, какие-то финансовые состояния более благополучные для нас. Вот, снять такое видео на YouTube. Тем более, что я очень долго думала над тем, чтобы эту тему действительно раскрыть, как бы и постараться основные какие-то нюансы по этой теме сказать. Тем более, что, наверное, весь YouTube завален где-то вот этими вот, знаете, тренингами, там, что выйди там из психологии бедности, позволь себе богатство и так далее. Но там в основном это, знаете, какой-то такой момент некой мотивации, давай, вот это, вот то, да, как бы человека больше раскачивают на какой-то мотивационный такой момент, где купи себе Феррари, и ты почувствуешь себя богатым, ну, а-ля, знаете, такие какие-то непонятные по большей степени призывы, да, где человек зачастую после таких тренингов, после таких вещей у него не получается ничего, и он чувствует вообще, что, наверное, со мной что-то не так. Наверное, вот если у всех все работает, а у меня не работает, наверное, со мной что-то не так, да. И зачастую просто не объясняются очень многие вещи, а на самом деле это все взаимосвязано. И еще раз я к этой теме вернулась, обратила на нее внимание после того, как недавно почитала о том, что ученые сопоставили то, что люди, у которых в детстве было очень много психологических травм, то есть, ну, мы знаем, да, такое понятие детские травмы, то есть это установки определенные, да, это определенное внутреннее травмирование, они, как правило, не могут вылезти из экономической кабалы, то есть они экономически очень сильно находятся за гранью бедности, то есть понимаете, да, то есть ученые напрямую связали официально мышление, то есть, да, вот травмы, нанесенные психике, с тем, что человек просто финансово живет очень плохо. Ну а так как я на своем канале очень часто, да, рассказываю как раз-таки о том, что в нашей жизни очень много установок, очень много того, что нам промывают мозг, навязывают программы мышления определенного типа, да, для того, чтобы мы жили в управляемой среде, то есть мы были управляемыми, чтобы нами можно было манипулировать, распоряжаться, да, чтобы подключки нами управляли, чтобы скачивать с нас энергию и так далее. И в том числе финансовый, да, момент — это момент, когда мы можем стать независимыми, когда мы можем стать более экономически сильными, да, то есть более ресурсными для того, чтобы, допустим, удовлетворять гораздо больше своих потребностей и где-то выделить больше времени, допустим, о том, чтобы думать о чем-то, о духовном, о саморазвитии и так далее. То есть и человека привести к какую-то лучшую жизнь. И, конечно же, вся вот это вот дерево, да, вот это вот выкачки энергии, оно в первую очередь нацелено на выкачку не только энергетических ресурсов с человека, но и также еще и финансовых, для того, чтобы он был постоянно в уязвимом положении. То есть уязвимое финансовое положение — это тоже есть вид определенного зависимого состояния. Даже в психологии есть такое понятие, как экономическое насилие, то есть это моральное насилие, связанное с тем, что человек начинает полностью финансово зависеть от каких-то людей, от определенных, да, структур и так далее. То есть он не может выйти из этой кабалы. И, в принципе, здесь очень много людей, которые смотрят вообще, что зачем у нас движется, да, и многие озабочены там переходом на какие-то там цифровые концлагеря, на то, что все наши финансы хотят подвязать, да, в том числе, вот.
и сделать зависимость такую, чтобы мы не могли, да, вот собственными деньгами как бы, ну, не то чтобы управлять, а владеть, да, как там Шваб сказал, вы будете совершенно счастливы, не имея ни хрена, вот, и это вот, опять же, да, это манипуляция путем экономического давления. Но мы сейчас этому сопротивляемся, всем миром как-то пытаемся это все увести с этих рельс, как бы, и им так или иначе не удается полностью, так как они хотят, вот эти все моменты установить. Так вот, сегодня я бы с вами хотела поговорить как раз о тех самых распространенных, наверное, моментах, да, которые нам всаживаются в голову, то есть основные моменты неких стереотипов, да, некого программирования такого очень-очень сильного, которое мы даже не понимаем, насколько глубоко оно нами управляет и насколько глубоко оно мешает нам, да, как-то вот собственные ресурсы нормально начинать реализовать, да, в этой реальности, то есть начать с собственными ресурсами как-то быть в синхронизации, потому что эти установки нас заставляют бояться этих ресурсов, избегать, да, какого-то ресурсного состояния, они заставляют нас бояться какой-то хорошей жизни, которую мы можем себе позволить и так далее, то есть это то, что загоняет нас не то чтобы в какое-то бедное существование, да, оно нас загоняет в существование, где мы боимся вообще хоть как-то себя проявить. То есть это даже не сколько момент о деньгах, сколько о реализации человека, где эти установки держат его всеми силами, силками просто, я бы сказала, от собственной реализации вообще не только там финансовой какой-то, но и вообще реализации чего-либо, внедрения в свою жизнь, да, каких-то вещей, каких-то допустим, я не знаю, проектов, которые человек хочет осуществить в своей жизни, каких-то, я не знаю, ситуаций, да, каких-то поездок, еще что-то, то есть все, что нам не дает вообще осуществлять нормальное взаимодействие с реальностью. Все это я буду где-то говорить на своем опыте, где-то какие-то общие черты выделять. Например, самые распространенные, наверное, такие стереотипы, с которыми я столкнулась в жизни, которые я отметила у очень большого количества людей, это, допустим, большие деньги достаются тяжелым трудом. То есть здесь даже дело не в том, что большие, малые деньги, еще что-то. То есть человек изначально настроен на неправильное КПД. Вот я всю жизнь отработала в очень такой большой компании, достаточно мировая компания, знаменитая, и там у нас все складывалось в показатель там КПД и эффективности, да, то есть мы всегда стремились, то есть компания стремилась, да, к тому, чтобы как бы затрачивать как можно меньше ресурса и получать как можно большую прибыль. И эта прибыль, это не только финансовая какая-то прибыль, да, не только в финансовом плане, но, допустим, от трудозатраты, да, допустим, обработка там определенных материалов, чтобы затратить мало ресурса, допустим, мало времени и при этом выполнить большой объем работ, да, то есть это определенное правильное, да, вот распределение ресурса, то есть когда ты тратишь какой-то минимум ресурса, из этого минимума ресурса просто получаешь максимум прибыли, то есть не в виде только, допустим, того же самого денежного формата, ну, любого другого. То есть я иду, я не знаю, там, в огород, я могу бегать с лейкой до колодца, да, могу протянуть шланг, допустим, сделать на нем вот этот пульверизатор специально, да, и полить со шланга, это будет гораздо быстрее, то есть КПД именно трудозатрат, да, человека, допустим, сколько я трачу своего времени, сколько я трачу своего физического ресурса, умственного ресурса и так далее. Так вот, и смысл всегда КПД в том, чтобы затратить меньше, получить больше, но зачастую людям, к сожалению, вот это прям в мозг всаживают, что надо тратить много ресурса и за это мало получать. Потому что когда мы говорим, что большие деньги, да, ради больших денег мы должны просто пахать как Папа Карло с утра до ночи, да, вот этот КПД, который мы пашем
как лошадь, как папа Карло, там, или как там ишак на работе 24/7, оно все равно будет какой-то предел иметь. То есть, а задача наоборот, работать мало, да, а зарабатывать много. И то есть, если ты еще своего ресурса вкладываешь, то ты еще как минимум больше должен, да, зарабатывать. Или, допустим, распределить, делегировать для того, чтобы, допустим, я не знаю, где-то допустим, часть там своих денег, да, или чего-то там передать для того, чтобы у тебя было время на себя, было время там на работу, было время еще на что-то, да, какие вещи ты хочешь сделать, и при этом ты финансово там, да, ресурсно еще что-то получал столько, сколько тебе надо в неком, ну, даже не то, что изобилие, а в том, насколько ты нуждаешься, да, в каком количестве, но вот эта установка, то есть когда ты будешь работать, вкладывать просто всего себя, там, подыхать, выкладываться на работе, и ты упрешься в потолок, то есть какой-то определенной суммы или определенного получения ресурса, который ты просто больше не сможешь дать, потому что ты не знаешь, как минимизировать и получить больше, и при этом ты знаешь только как своим упорным трудом, да, еще чем-то, то есть вкладывая до хрена ресурса своего, да, что-то получить, но всегда, когда ты вот это вот вложить как можно больше, чтобы что-то получить, оно всегда имеет ограничения, и потом ты просто перегоришь в какой-то момент, это уже вызывает перегорание, человек просто выгорает. Допустим, вот занимаясь блогерской деятельностью, я как-то помню, там с одними ребятками разговаривала, и они мне такие: надо завалить контентом, там вообще, тогда будет толк. Я такая поняла, что завалить контентом, допустим, да, тот же самый там YouTube, еще что-то, не будет столько толку. То есть материал, рассказы, что-то, контент тот же самый, да, он должен быть качественным, а не количественным. И только качественный, да, вот какой-то контент, ролик там, еще что-то даст тебе больше по ресурсам, да, какой-то отдачи всего, чем ты завалишь просто и вот не получишь ничего из этого. Поэтому как-то так, ребят. Вот здесь очень важно, наверное, самому для себя задуматься, то есть о своем внутреннем КПД, и выходить из этой программы. Я в ней никогда не была, то есть с детства у меня не было такой программы, но я знаю людей, у которых эта программа была, и, к сожалению, когда у них даже так в жизни получалось, что они, допустим, сталкивались с какой-то работой, вот им предлагали работу и говорили: вот тебе надо там всего там пару часов в день работать, да, там, я не знаю, и зарплата будет больше гораздо, еще что-то, они просто не могли, то есть им предлагали хорошие условия, большую зарплату, а они просто не могли работать на такой работе, что как так, я просто не могу, то есть у него в голове, у человека такого, просто вот непринятие того, что вот эта тревога, да, внутренняя, еще что-то, что вот я не вкалываю как там папа Карло, да, и при этом получаю большую сумму денег. И знаете, что интересно? Они за это начинают чувство вины испытывать, они начинают испытывать какое-то вот, типа, ну что-то не так, да, потому что такое ощущение, что я не даю достаточно, да, то есть до хрена всего, чтобы это получить. То есть как будто у них вот это вот складывается ощущение, как будто я недостоин того, что мне вот просто так эти деньги дают. Вот там ресурсы или деньги или еще что-то. Я ничего не сделал для того, чтобы их получить. Поэтому здесь еще исходит из такой убежденности гораздо более такие серьезные вещи. То есть, да, когда человек что-то получает, ну, грубо говоря, почти на халяву или там за что-нибудь, за какой-нибудь, ну, нюанс или еще что-то, он говорит: нет, что, я не могу, я ничего не сделал для того, чтобы что-то получить. То есть, опять же, да,
логическая цепочка подсознания идет дальше. Для того, чтобы мне хоть что-то получить в этой жизни, мне надо просто преодолеть себя, да, выложить ресурса 3500 штук, да, для того, чтобы хоть какую-то малость получить, хоть что-то. И поэтому, ребят, вот в людей закладывают специально такие программы для того, чтобы просто выкачивать и выжимать из них все соки. Вот просто все соки. И мы можем видеть, как у нас реально вот даже вот такие вот вещи, люди просто сидят на этих программах и соглашаются. Вот мы с вами можем в России, да везде посмотреть просто вокруг, где люди исполняют там 3500 обязанностей, да, пашут просто реально как рабы на галерах за нищенскую зарплату, да, получая там, какую-то копеечную абсолютно зарплату и работая за 10. И считаю, что это нормально, то есть, спрос рождает предложение, то есть такие предприниматели, там, фирмы и так далее, они прекрасно живут на этих убеждениях, им это все замечательно, потому что человек берет на себя все и даже больше просто за копейки. И предпринимателю хорошо, да, и этот человек не понимает, что он на самом деле вот в этом во всем вот находится. То есть надо убирать вот это вот. Конечно, понятное дело, что есть очень много сейчас всяческих вот этих моментов, что мы там оцениваем свой труд, и я, допустим, как человек, который тоже где-то что-то соприкасается с моментами там и единоразовых каких-то, допустим, там делать какие-то там бот мне писали, да, вот, и там еще там картинки делали, еще что-то, что многие специалисты, они, допустим, сами выставляют цену своим услугам, некоторые берут какие-то цены, допустим, необоснованно высокие за ту работу, которая была ими выполнена, да, и это все есть такое, но реально дело не в том, чтобы там загибать, допустим, за ничего, бешеный ценник, да, дело не в этом. Дело в том, что ваше КПД, которое вы тратите, да, то есть ваш ресурс, должен совпадать и немножко даже больше быть тех средств, которые вы получаете, того ресурса, то есть чтобы вы чувствовали себя, что да, вот то, что я делаю, тот ресурс, который я трачу, я действительно вот, что-то за это имею, да, не просто, что я выворачиваюсь наизнанку, чтобы мне хоть что-то дали за это. Вот, такие установки, они, конечно, держат людей в очень-очень невыгодных для них условиях. Далее, допустим, есть очень много установок, особенно они идут с постсоветских времен, которые нам еще родители передают, вот, бабушки, дедушки и так далее, что если нет там какого-то высшего образования, еще чего-то, ты в жизни ничего не добьешься, там умрешь на помойке где-нибудь, во враге и так далее. И многие люди, они всерьез в это верят, да, и это останавливает их от какого-то дальнейшего роста, то есть останавливает их от того, чтобы развиваться, пытаться пробовать себя где-то и так далее. Это первый момент. А второй момент зачастую, конечно, очень неприятный, потому что многие люди, которые идут по этой установке, действительно выкладываются. Я сейчас не буду говорить о том, что там не стоит там получать или стоит получать высшее образование, я просто говорю о тех установках, которые прям могут действительно человека потом мучить. То есть, когда ему говорят, вот, типа, получишь, и все у тебя будет, это большое заблуждение, потому что ты получишь это образование, но оно тебе ничего не даст в плане того, что не будет такого, что ты получишь корочку, и потом все, вся жизнь для тебя откроется. Нет, на самом деле это не так, и это нужно понимать человеку, что в дальнейшем вся жизнь его будет зависеть и дальше от него самого. Эта корочка, она у него будет, но то, куда он пойдет на работу устроиться, действительно ли он добьется какого-то успеха, карьерного роста, еще что-то, да, будет зависеть от него самого. Я знаю очень много ситуаций и историй, да, когда реально люди, получившие даже там при советских временах высшее образование, его там получали вообще все, кому не лень, грубо говоря, потом работали вообще на каких-то очень низкооплачиваемых работах,
просто за копейки, и никуда им оно нигде ворота не открыло, знаете. Может быть, тогда это было действительно что-то, что открывало там все двери и прочее. Сейчас же двери в мире открывает человек себе сам. Никакие корочки, никакие там вещи, образования, там еще что-то не сможет ему открыть что-то, только он сам. Понятное дело, есть какие-то профессии, в которых образование, ну, крайне важно, например, медицинское образование, да, и прочее, и там ты для того, чтобы стать врачом, должен закончить, там, допустим, институт, да, но этот институт не даст тебе гарантию того, что ты станешь каким-то супер первоклассным хирургом. То есть только сам человек и то, как он идет по жизни, чего он добивается и прочее, дает ему эти возможности. И человек, когда идет, да, допустим, обучаться куда-то или идти на какую-то профессию, стремиться и так далее, должен об этом понимать. И также должны понимать, ну, наверное, родители детей, да, настраивать детей уже изначально правильным образом, то есть не то, что вот ты там отучишься и все, да, что ты должен понимать, что учеба, она важна, ты получишь какие-то основы профессии, которые помогут тебе в дальнейшем для того, чтобы чего-то добиться, чего-то достичь, идти к каким-то целям, но главное это то, что ты должен, да, уже какой-то курс иметь на будущее. Поэтому многие люди, которые жили вот этими установками, жили каким-то вот этим моментом, они потом разочаровываются, и такое, к сожалению, очень много где прослеживается, то есть, допустим, я недавно смотрела про США, там тоже есть моменты, что у них там все колледжи платные, и люди берут кредиты, да, для того, чтобы отучиться там в этом колледже, а потом реально платят за эти кредиты всю жизнь, да, за это высшее образование, работая в Макдональдсе, потому что они жили вот этим вот тоже, да, рекламными плакатами условно, вот этим вот моментом, что ты должен вот это получить, и у тебя все будет, да, и потом, когда они это получали, они разочаровывались, потому что они не знали, что с этим делать дальше, они не знали, куда идти, где добиваться, что вообще делать, потому что на самом деле вот этот вот момент того, что они должны в жизни чего-то достигать, он только начался на самом деле, а им казалось, что на том, что они это образование получили, эти достижения уже закончились, и у них уже что-то должно было быть. Вот здесь есть шанс огромный обмануться, да, и когда человек с этим обманом сталкивается, он просто не знает, что с ним делать, то есть он понимает, что его где-то обманули, а куда мне идти дальше, он не знает, у него полная растерянность, из-за чего он и не может дальше самореализоваться, это самое страшное, то есть дело здесь не в самом образовании, там, да, неважно каком, высшем, там, техникуме или еще чем-то, а важно в том отношении и той установки, с которой он это образование получает. То есть, если он будет смотреть на это правильно, что вот это даст мне, но только даст какой-то момент того, что я потом вот его получу, но дальше я буду дальше идти, да, он мне поможет чего-то достичь, но достигать это буду я сам, да, а не то, что вот я это достижение получу и все, и будет там что-то такое, а что дальше я не знаю. Вот, это тоже очень важный момент, на котором очень много людей на самом деле теряются. Я знаю, что очень много людей даже из старого поколения, вот, они на вот этой установке очень многие погорели на самом деле. Ну, может быть, кто-то даже не осознает этого, но это да. Вот тоже есть из того же самого разряда, что без крутой профессии много денег не заработаешь, что профессия должна быть какая-то прям крутая, какая-то прям, я не знаю, модная, какая-то прям классная и так далее. Я знаю очень много погоревших судеб, на самом деле, которые погорели от того, что в свое время их родители зачастую, да, говорили там, вот тебе надо идти там не куда ты хочешь, да, не на ту профессию, которой там у тебя душа горит, идти учиться, а вот иди учись там на какого-нибудь бухгалтера или на какого-нибудь там менеджера или еще на кого-нибудь, потому что это такая хорошая престижная профессия, на которой у тебя всегда будут деньги и так далее. И в итоге человек шел, учился, и потом просто
умирал на этой профессии, потому что абсолютно эта профессия ему не подходила. Вот, он не мог на ней ничего добиться, он не мог ничего никак там с этой профессией ужиться, да, и потом всю жизнь просто жалел, плакал и стенал от того, что он подобный вид образования получил, связался, да, с вот этим вот всем. То есть здесь нужно понимать, что каждый человек, он индивидуальный, каждый человек, он хочет чего-то сам достичь. И я достаточно очень много, особенно в солнечном клубе, да, ребята приходила, которые рассказывали о том, что, допустим, всю жизнь работали на работах, которые просто не нравятся, которые выбрал там родитель для них, а не они сами. И я знаю очень много людей, которые просто переучивались, юристы, которые действительно вели хорошую карьеру, все в какой-то момент просто уже не могли этим заниматься, и шли там, переучивались на дизайнеров, и начали заниматься дизайном интерьеров там и так далее. Очень много людей, которые там переучивались с каких-то тоже технологических профессий, там, ну, на творческие, не на творческие, но на те, которые они хотели. То есть люди бросали вот какие-то там вот эти суперпрофессии и шли вообще на другое учиться. Также я знаю вот тоже по теме образования. У нас вот в моей компании работал человек, он был одним из ведущих менеджеров, то есть по работе с крупными дистрибьюторами, при этом у него была вышка, но он не имел экономического образования, то есть его вышка была институт по культуре и спорту, то есть он был по своей специальности тренером, то есть учителем по физической культуре и спорту, и никакого экономического образования не имел. Но когда он закончил институт, он понял, что ему вот это нравится, то есть нравятся финансы, нравится работать с какими-то вот такими системами и так далее, то есть с логистикой, и он пошел вот ведущим менеджером по дистрибьюторам работать. Его взяли, и несмотря на то, что этого экономического образования не было, и он прекрасно справлялся со своей работой, очень хорошо работал, то есть дело по большей степени в призвании, да, то, что человек хочет, к чему он стремится, что для него более ближе к душе. Вот, поэтому здесь тоже ребята очень многие живут не своей жизнью, то есть двигаясь по вот этому, не знаю, стереотипу мышления, да, что профессия должна быть какая-то, вот, чтобы она вот была крутая, чтобы она в обществе как-то вот принималась, и все, человек живет не своей жизнью, а живет вот именно тем, что считается почетным, крутым, там еще что-то, но при этом там всю жизнь страдает, допустим, такое тоже есть. Вот. Также очень много, знаете, установок есть, что тот, кто не работает руками, много денег не заработает, да, есть очень такая, самое, наверное, ужасное заблуждение, с которым я столкнулась в своей жизни, ну, которые, допустим, мои родные, да, вот, все практически думали вот этим стереотипным убеждением, что а чё, мозгами тяжело думать? Мозгами вообще не тяжело думать. Что это такое? Типа, что умственные профессии, это ты сидишь и попу на стуле протираешь, типа, да, вот ты ничего не делаешь. А вот там работать руками, вот это работа, да, ты там что-то делаешь, ты там что-то вот строишь там, что-то там, я не знаю, в мешки таскаешь, все, умственный труд, это так. То есть это там ничего не делать, что умственный труд ничего не стоит, но на самом деле умственный труд это очень тяжелый труд, которые очень много людей обесценивают, они не представляют, насколько это тяжело, допустим, ту же самую креативную деятельность, да, вести, те же самые статьи писать, то есть очень многие люди просто не понимают этого труда, им кажется, что это ничего не стоит, но это все труд, конечно, очень-очень тяжелый. Как бы это ни звучало, да, даже болтать вот так вот, сидеть на микрофон, казалось бы, да, чего тут сложного. Посидела, поболтала, там языком почесала, ничего сложного нет, но на самом деле это тяжело. Попробуйте кто-нибудь, я не знаю, позаписывать хотя бы час, при этом
сказать красиво, классно, здорово, чтобы всем везде понравилось и так далее. Ну, это практически нереально. Еще и эту тему где-то развернуть, как-то это все преподнести, чтобы было интересно и прочее. Я, допустим, вот после 2 часов стрима в солнечном клубе, который проходит по воскресеньям, да, каждое второе воскресенье месяца, я, честно, отлеживаюсь. Потом день я ничего не делаю, то есть не работаю там ничего, я просто отлеживаюсь, потому что я после этого стрима чувствую себя выжатым лимоном, вот как будто меня взяли и выжили. Просто 2 часа, казалось бы, что она 2 часа поболтала. Ну нет, это очень тяжело. Конечно, это легко, наверное, кажется, но очень многие люди действительно, они не ценят чужой труд, где-то они его обесценивают. Понятное дело, что там срабатывают защитные механизмы, которые заставляют человека чувствовать себя значимым каким-то, да, каким-то там крутым и так далее, в отличие от других людей, когда обесценивается чужое, свое немножко так приподнимается. Например, я помню, как один парень написал, знакомый тоже там это в интернете, там у себя пост такой выложил, что типа вот певички там какие-то скачут на сцене, ни хера не делают, вот бешеные деньги зарабатывают, а вот люди там, строители, строят дома, типа, и вот их труд не ценится. Но на самом деле, знаете, в этот момент, ну, казалось бы, да, какая-то мысль есть, но с другой стороны он взял и напрочь обесценил труд человека, который на самом деле пашет 24/7 где-то, и очень многие люди, которые занимаются творчеством, да, творческим, в том числе там поют, неважно, да, актеры там и так далее, это очень тяжелая работа в том плане, что это творческая работа, это надо постоянно креативить, это постоянно надо быть в центре внимания, это постоянно надо быть красивым, модным, стильным, это постоянно надо держать тебя, за тобой постоянно следят, там всякие журналисты всю твою жизнь обсуждают, это на самом деле очень тяжелое вот это вот внутреннее состояние, когда тебе надо быть всегда в ресурсе, всегда улыбаться, всегда быть позитивным, да, отыгрывать эти концерты на максимуме, там, неважно, горло у тебя там болит, не горло, там концерт собрался, тебе надо этот концерт отыграть и так далее, и очень многие люди, я вот недавно почитала про одного интересного русского рэпера, который отрицал такое понятие, как депрессия, говорил, ой, да это все херня, депрессии не существует, это там напридумывали там и так далее, какие-то люди, вот, это все туфта, и потом через буквально год или два он сам столкнулся с таким понятием, как депрессия, потому что просто человеческий организм имеет свой ресурс, и как раз-таки у таких творческих людей зачастую этот ресурс очень быстро исчерпывается, потому что он столкнулся с тем, что у него просто весь ресурс исчерпался, концерты, какой-то движняк, какие-то вещи, и он постоянно на вот этом всем, и в итоге организм полностью истощился. То есть и человек столкнулся с очень тяжелыми последствиями. То есть здесь надо понимать, что зачастую, наверное, по каким-то определенным параметрам это очень тяжелая работа, которая, к сожалению, очень часто обесценивается, вот, очень часто считается чем-то таким крутым, классным, что все бы туда хотели, но на самом деле человек, который туда просто хочет, он не понимает, а что там находится, то есть, а каково это быть там, да, и так далее. То есть здесь я хотела о чем сказать, да, зачастую люди реально, когда обесценивают одну работу, превозношают другую и так далее, то есть нет оценки там чужого труда. Здесь все кроется гораздо глубже, на самом деле такие люди, которые обесценивают чужой труд, они на самом деле глубоко внутри, они свой труд обесценивают, то есть дело не в том, что они пытаются свой труд, да, то есть если ты ценишь свой труд, тебе не нужно его пытаться хоть как-то там поднять для себя, да, в собственных глазах, для того, чтобы понимать, что он ценен. То есть здесь работает двойной механизм того, что люди, которые
вот так вот отмахиваются, говорят: ой, да там этот труд ничего не стоит, да, чужой. На самом деле они глубоко внутри, то есть у них есть недовольство собственным трудом, потому что они как раз-таки вот это первое КПД, да, свое не чувствуют. Они не чувствуют удовлетворенность своим трудом, они не чувствуют то, что насколько много они вкладывают, да, своего ресурса, что они получают должную отдачу, которую они бы хотели от того, сколько ресурсов они вкладывают. Поэтому здесь нужно с этими установками, естественно, работать человеку, да, и начинать свой труд ценить в первую очередь, да, а не пытаться как-то что-то вот там закрывать на это глаза, да, пытаясь обесценивать что-то там чужое в попытке сказать: я там маленький, для себя почувствовать, что я просто вот недооценен, я бедный, несчастный, никто не видит, да, моего вот этого вот труда, который я вкладываю. Но здесь нужно обратиться в первую очередь к себе, да, а почему другие не видят этого труда, да, а почему так? Потому что страдает первый момент, о котором я говорила, да, что большие деньги достаются вот каким-то высоким трудом, да, что я вкладываю много, зарабатываю мало, и я нахожусь, по сути, да, тут в собственном вот этом вот убеждении каком-то, из которого я просто не могу вылезти. Из-за этого я лишаю себя других более лучших вариантов. На самом деле, так называемая, психология бедности, как ее многие называют, или именно комплекс, да, вот таких вот убеждений, привычек и эмоциональных состояний, которые формируют у человека определенное понимание, да, вот его общения с ресурсами собственными, они формируются в течение жизни в результате жизненного опыта, социального окружения и культурного влияния. Поэтому эти психологические барьеры, мы можем их даже не замечать. Нам даже может казаться, что мы правильно думаем, потому что, по сути, эти барьеры создает среда. Это убеждения, которые нам внедрили, да, в обществе, в той социальной среде, в которой мы жили и прочее. И я знаю очень много людей, которые меняли свое финансовое состояние, да. Я не скажу, что они такие там из бедной семьи стали миллиардерами, нет, просто хотя бы, да, выходили на другой какой-то уровень заработка, на другой уровень жизни, и я могу сказать, вот исходя из своих, да, вот общения с такими людьми, из своего опыта общения, эти люди, им приходилось менять свое мышление, то есть когда они проходили вот этот путь, все, о чем они думали раньше, они меняли это мировоззрение, то есть и именно смена мировоззрения, смена вот этих установок, да, разбитие вот этих шаблонов мышления, которые были через социальные вот эти вот нормы, так называемые, да, в той социальной среде, в которой они выросли, им как-то вот внедрены. Через разбитие этих блоков они действительно могли выходить к какой-то большей реализации себя в этом мире, то есть реализации своих ресурсов, да, реализации чего-то, что они хотят сделать и так далее. То есть здесь именно про то, что по большей степени мы знаем, да, что людям говорят: ты там недостоин, ты не можешь, у меня не получится, вот это вот все у него кружит в голове, я не тот человек, который может сделать вот это, да, и пока он будет в это верить, он не сможет сделать ничего. То есть он будет жить в этих установках, и поэтому я, исходя из своей практики, из своего жизненного опыта, с которым я тоже сталкивалась с барьерами в своей голове, вот, и если вам интересно, я могу поделиться, в принципе, рассказать. На самом деле, то, что я вот сегодня перечислила, это так, верхушка айсберга, да, на самом деле, того, где люди себя ограничивают вот в этих вот, во всех моментах. Я могу про свой собственный опыт рассказать, своего мышления, то есть как я выходила на то, что я, в принципе, не считаю, что я такой ординарный человек в этом плане, да, у меня есть свое мышление финансовое,
вот, оно всегда было достаточно очень продуктивным, то есть даже когда я работала на какой-то, ну, низкооплачиваемой работе, да, которая там не сыпала мне каких-то там больших сумм с неба или типа того, то есть я могла себе позволить достаточно очень такие вещи, которые, ну, многие там не могли себе позволить, да, то есть все благодаря моему мышлению, то есть моему подходу к тому, как я подходила к деньгам, как я подходила к их распределению, опять же, да, к с моменту собственного осмысления, допустим, да, своих желаний, потребностей, на распределение ресурса определенного, да, то есть это, я бы не назвала это финансовой грамотностью, как, ну, как некоторые говорят, но это определенный тип мышления, где ты смотришь, вот, что и как ты считаешь, да, как распределить свой ресурс, то есть я трачу свою энергию, да, я получаю за это деньги, ну, допустим, я трачу определенную энергию, хожу на работу, да, что-то там делаю, мне за это выдают зарплату, зарплата это тоже мой ресурс, да, то есть это финансовый эквивалент того, что я наработал, да, это условно вот оно КПД, которое у меня получилось в результате затраченных моих внутренних ресурсов, да, и дальше я этот ресурс должна как-то распределить в своей жизни, да, для того, чтобы мне получить что-то в этой жизни, что я хочу, да, там, я не знаю, там, квартиру, машину, там, еще какие-то вещи, поездку какую-то, какие-то там другие блага, да, одежду там купить, там, и так далее, ремонты сделать, ну, то есть вот какие-то физические вот эти моменты, которые мы можем получить за, там, физический ресурс, там, не знаю, курс какой-нибудь купить, отучиться, да, чему-то новому поучиться, там, не знаю, тортик сходить, купить в магазин и так далее. То есть все вот эти моменты, они выстраиваются через то, что я понимаю, что вот эти деньги это не просто что-то, да, это мой ресурс, который я получаю и который я буду вкладывать в свое будущее, то есть буду вкладывать в то, как я живу, то есть простраивая вот это вот вокруг себя. И, ну, если кому-то интересно, я могу рассказать больше об этом, ну, как бы это всегда мое было, я никогда не проходила, знаете, никакие там тренинги а-ля там я не знаю, финансовое мышление, еще что-то. Я никогда не читала какие-то книжки, вот многие там читают книжки, посвященные как бы типа денежному мышлению или как думать как миллионер и так далее. У меня такого никогда не было, мне это, не знаю, как-то не было интересно, я сама ко всему пришла из тех моментов, которые я для себя взяла, но мне было интересно, что когда я выросла, я столкнулась уже в более таком взрослом возрасте, когда мне уже 30, наверное, да, на тот момент 30 мне уже исполнилось, и я столкнулась с одним блогом, там мужчина, он действительно, ну, миллионер реальный, вот, и он там рассказывает о своем мышлении, то есть он говорит, ну, вот там распределение ресурсов туда-сюда, и я была удивлена, что на самом деле мышление одинаковое, то есть практически вот все, что он говорит, я понимаю, о чем он, то есть в том числе он, конечно, тоже очень много говорил о финансовых каких-то блоках, которые я тоже осознавала, что очень многие люди, я, по крайней мере, замечала, я очень много замечаю за людьми, то есть очень много, особенно того, что касается барьеров, блоков, вот этой всей штуки жизненных, ну, не зря я здесь на канале как бы в основном и занимаюсь тем, что помогаю людям, да, пытаюсь помочь избавиться от этих блоков, подсветить где-то, вот эти вот все моменты, и я очень рада, что вот, допустим, в том же самом солнечном клубе, когда темы определенные мы поднимаем на стримах, я эти темы раскрываю многие блоки, которые есть у множества людей. Очень много ребят говорят, что, блин, я увидел себя, я увидел вот это у меня есть, вот это у меня есть, да, работают с этим и как бы успешно справляются. Также вот на ютубе я очень много всего даю, что тоже помогает людям где-то что-то подсветить у себя, да, работать с этим, начать это видеть в себе, то есть невидимый враг — это самый такой враг, знаете, это бой с тенью, когда ты не понимаешь, где находится враг, когда ты начинаешь видеть, да, что-то, что есть, ты можешь это контролировать.
То есть ты можешь контролировать это как внутри себя, ты уже видишь врага, ты видишь, с чем бороться и что конкретно не так. И ты уже можешь менять это, да, начать как-то с этим работать. Вот, поэтому тема на самом деле интересная, наверное, для многих, для того, чтобы как-то задуматься, изменить свое мировоззрение. Вот, можно еще очень много о ней сказать. Но я вас всех люблю. Если хотите сказать мне спасибо, поблагодарить за этот ролик, то ставьте лайки, пишите комментарии. Ну а я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.